Привет, друзья! Лето – это то волшебное время года, когда Петербург особенно прекрасен. И хочется гулять с утра до вечера и наслаждаться этим городом и эмоциями, которые он дарит. И мне недавно пришла мысль поделиться этими эмоциями с вами и пригласить вас на прогулку по этому городу. Если вы любите Петербург, если вы хотите сюда приехать отдохнуть, живете здесь или планируете переехать, я покажу вам мои любимые локации, расскажу, как они менялись от царской России, советского периода и до лихих 90-х, в которые я, кстати, вырос, и до сегодняшнего дня. Мы обсудим, хорошо это или плохо, как изменились эти локации. Я покажу вам, как промышленные районы превращаются в жилые, как в них подсвечиваются или сносятся памятники архитектуры. Покажу архитектуру конструктивизма и модерна. Меня зовут Сенчугов Александр, я дизайнер интерьера, и сегодня я приглашаю вас на прогулку по моему любимому району Петербурга, Петроградской стороне. Я обязательно приложу под видео карту нашего сегодняшнего маршрута, чтобы вы могли самостоятельно по нему прогуляться. Я хочу начать нашу прогулку с Лазаревского моста, который ведет с Крестовского острова на Петроградскую сторону. И эта набережная, наверное, ни у кого не ассоциируется с Петроградкой, то есть она полностью отличается по концепции, она современная, но мне, наоборот, это нравится, что это нестандартная Петроградка, не такая, как мы к ней привыкли. Это набережная Адмирала Макарова. До 2009 года вся она была территорией предприятия «Вулкан». Здесь, кстати, проходил практику космонавт Юрий Гагарин, тогда еще не космонавт. Потом всю набережную расчистили, все эти старые производственные здания уничтожили, и в 2014 году здесь началась стройка бизнес-центра «Тринити». Генподрядчиком была турецкая строительная компания Renaissance Construction. Она работает в 40 странах. Это просто гигантская корпорация, огромный холдинг. Архитектуру этого здания разработала лондонская студия PLP International Ltd. Есть такой термин «красные линии». Они обозначают границу участка, за которой не могут выступать дома. Здесь красная линия шла вдоль вот этой улицы. Но лондонские архитекторы немножко здесь, как говорит мой прораб Николай, покуролесили и отошли от этой красной линии, сильно увеличив вот эту остроту этого угла. То есть это сделано намеренно. Дом как бы поворачивает очень сильно вглубь района, и это дает такое яркое, экспрессивное ощущение. То есть этот дом, похожий на корабль, он становится еще более заостренным, более таким устремленным. Все фасады стеклянные, все стены прозрачные. Это, конечно, смотрится, то есть зданию 10 лет, он сейчас смотрится актуально. В 2017 году началась стройка второй очереди. Это жилой комплекс One Trinity Place. И изначально он должен был быть созвучен бизнес-центру, таким же стеклянным, воздушным, но, как всегда, что-то пошло не так. Проект делала другая лондонская студия, Squire и Partners, но они отказались уже от такого обилия стекла, он стал немного другой по архитектуре, и я считаю, конечно, что это стало хуже, потому что он теперь не сочетался ни со сталинской архитектурой соседней, ни с этим новым стеклянным зданием. Но, тем не менее, для меня, наверное, это один из самых лучших домов Петербурга по качеству. Пусть он не вписывается даже в картину Петербурга, но именно как дом, как жилой комплекс, это просто нереально крутое здание. И скоро мы, кстати, будем там снимать обзор интерьера, реализованного в этом здании, созвучным с его архитектурой. Наверное, самое красивое, что здесь есть, это даже не современная архитектура, а ландшафтный дизайн. Он полностью соответствует первоначальной задумке. Я видел рендеры, эскизы, вот они прям один в один, вот эти березки, вокруг них скамейки, вот этот ландшафт. Просто вот всегда выполняйте первоначальную задумку так, как она была, потому что часто все это меняется и превращается непонятно во что. Здесь постоянно проходят фотосессии, здесь танцуют какие-то девушки, снимают свои танцы, здесь просто фоткают, когда нужно получить фотографии какого-то современного города, то есть не классического Петербурга, а совершенно какого-то города будущего. И поэтому мне и нравится вот это место, эта набережная, потому что она показывает, что город живой, как он меняется, и что в нем есть место и для классики, и для современной архитектуры. Я считаю, что это правильно, потому что город не должен быть мертвым. Напротив, через реку находится Крестовский остров. Самые дорогие дома Петербурга, самые дорогие квартиры. И, конечно же, мечта любого дизайнера сделать там проект. Но большинство молодых дизайнеров просто не представляют, какая это ответственность, какая это нервная нагрузка и как это тяжело, какие там заказчики своеобразные. Вот. И не все это вывезут, просто поверьте мне. Но давайте вернемся к Петроградке. Мы находимся сейчас рядом с территорией трикотажной фабрики «Красное Знамя». Она не действует в наше время, известна в первую очередь
зданием силовой подстанции. До революции фабрика и доходный дом принадлежали немецкой семье Керстенов. Керстены были почетными гражданами Петербурга. Производство обслуживало в основном, на 3/4 обслуживало российскую армию и флот. После революции фабрику национализировали и решили здесь сделать образцовое социалистическое предприятие. Для этих целей наняли немецких архитекторов, договор подписали прямо в Берлине и началось строительство. Но наши консервативные ленинградские архитекторы были очень недовольны, что подряд отдали немцам и стали вставлять палки в колеса. В общем, проект полностью поменялся, он очень сильно упростился, и от первоначальной идеи осталось только вот это здание подстанции. И главный немецкий архитектор Эрих Мендельсон был очень расстроен этим, он сначала перестал ездить на надзор, потом просто отказался от авторства этой фабрики, потому что здесь полностью все переиграли. Но вот это сохранившееся здание, оно очень вдохновляло всех ленинградских архитекторов, модных, которые занимались конструктивизмом, потому что на то время это было супер передовые идеи, это было очень авангардно, очень динамично, потому что изначально это здание символизировало собой теплоход. То есть если там еще пририсовать трубы, которые были в проекте, это такой мощный теплоход, который везет за собой всю территорию фабрики, все ее здания. То есть идея была очень крутая, но все остальное пошло куда-то не туда. Начиная с 1920 года фабрика выросла почти в 3 раза. Здесь работало до 10 тысяч человек. Она производила различные трикотажные изделия и входила в тройку главных предприятий Советского Союза. В годы блокады Великой Отечественной войны фабрика была законсервирована и в отдельных цехах производились снаряды. То есть фабрика работала на оборонку. В 90-е годы производство было утрачено, все опустело, и здание стало объектом интереса криминальных структур. Ну, в общем, все по классике. В наше время территория фабрики выкуплена петербургским бизнесменом. Мне, правда, сказал кто-то, что его посадили, но это не точная информация. В общем, он обещал, что превратит этот район в район жилых апартаментов, каких-то многофункциональных центров, центров современного искусства, но, насколько я знаю, в последнее время он полностью отказался от этих слов и сказал, что здесь просто будет все застроено элитной недвижимостью, элитными апартаментами. Но вот именно здание цеха, оно сейчас полностью пустое, его отреставрировали, законсервировали, и здесь, мне кажется, можно легко сделать какой-то центр современного искусства. Оно просто напрашивается здесь. Конструктивизм — это, наверное, единственный мировой стиль, в котором есть очень много всего от советского времени, от советских архитекторов. Наверное, ни в одном другом стиле нет такого сильного нашего участия. Мое детство прошло на Петроградской стороне, и вот вы видите там какой-то лес за забором, здесь тоже заборы. Вот в 90-е годы здесь все выглядело очень грустно, все было разрушено, и северная часть Петроградской страны производила очень тяжелое впечатление. Здесь было просто страшно находиться, на самом деле, было опасно. То есть это был самый криминальный и страшный район Петербурга. И за 40 лет он полностью изменился, и сейчас это такое дорогое преддверие элитного Крестовского острова. То есть жить здесь на самом деле очень дорого, и мы еще позже поговорим о разных архитектурных терминах, связанных именно с изменением города. Ну, расскажу об этом позже. Петроградская сторона — это территория контрастов. Вот здесь современный дом с очень модным рестораном, и тут же здание с разбитыми окнами, вот прямо тут же, да, то есть наверняка там какая-то мрачная коммуналка или что-то такое. И обратите внимание вот на это здание, оно уже такое современное, там это какие-то 80-е, 70-е года. И обратите внимание вот на эти острые эркеры. Они повторятся чуть позже, вот просто запомните, чуть позже о них еще раз поговорим. Знаете, как вдохновляется дизайнер интерьера? Самый простой и самый эффективный способ – это путешествовать, но, к сожалению, постоянно путешествовать невозможно. И есть другой проверенный способ. Мне очень повезло жить в Петербурге, и здесь можно просто гулять и смотреть по сторонам. То есть вдохновляться архитектурой, а если повезет, то даже попасть в парадную и изучить интерьеры. А если вам нужны современные интерьеры, то надо просто ходить по модным ресторанам. Рестораны и их интерьеры всегда в самом авангарде дизайна.
Сейчас мы находимся на улице Большая Зеленина, и до недавнего времени это была обычная городская улица, ничем не примечательная, ничем не интересная тем, кто здесь не живет. Здесь был один бар и все. Сейчас же это шикарная ресторанная улица, здесь можно ходить по модным местам, встречаться с друзьями, тусоваться. Ресторан «Сад», «Вах», «Футурист», мы чуть позже о нем поговорим. И много-много других баров. В общем, улица кардинально изменилась за последние 40 лет. Архитектура петроградской страны, прежде всего, конечно же, известна модерном. Причем все дома в модерне построены буквально за 20 лет. То есть, казалось бы, такой короткий период и столько разной интересной архитектуры. Иногда даже не понимаешь, модерн это или не модерн. Для меня, конечно же, это любимый стиль, и ближе всего мне скандинавский модерн. Я думаю, что это связано с тем, что все-таки у нас северный город, северная природа, и он максимально органично смотрится в этой широте. Когда мы ездим за рулем, то очень сложно разглядывать город. И если я еду с кем-то, я сразу же начинаю смотреть по сторонам. И такая же история, на самом деле, с прогулкой. Мы очень часто ходим по городу, смотрим себе под ноги, смотрим в телефон, мы чем-то заняты. И стоит на секунду просто остановиться, поднять глаза, и ты увидишь что-то настолько прекрасное, что будешь просто шокирован. Вот этот дом, наверное, один из таких примеров, когда нужно просто остановиться и посмотреть вверх и просто залипнуть надолго. Это доходный дом герцога Лейхтенбергского. И верхнюю часть фасада украшает огромный мозаичный фриз. Этот фриз создан в 1905 году по эскизам художника Шелкового в мастерской Фролова и состоит из 5 панно. На панно изображены природные и индустриальные пейзажи, образующие общую панораму. Обратите внимание, что у панно нету границ, то есть он растекается равномерно по всему фасаду. Здесь 5 разных рисунков, но вместе они образуют общую панораму. То есть там есть и промышленные какие-то ландшафты, и море с кораблями, и город. Все вместе, конечно, это смотрится просто фантастически. Между панно у нас вставлены огромные стеклянные фонари для художественных студий. Ну и остальной фасад тоже очень красивый. Здесь какие-то причудливые гипсовые формы, обрамление окон, вот эти арки. То есть все вместе, конечно, это просто сумасшедший эффект производит. Просто нереальный. И я до какого-то времени ходил мимо этого дома и просто его не замечал. В какой-то момент остановился, посмотрел вверх и был просто шокирован. Этот доходный дом принадлежал герцогу Николаю Николаевичу Лейхтенбергскому. 90% всей дореволюционной застройки Петербурга – это доходные дома. Что такое доходный дом? Богатые люди, либо государство строили дом под аренду. И главная задача была извлечение прибыли. Красивыми были только фасады, выходящие на улицу. То есть все остальные фасады самые-самые примитивные, потому что они не приносили деньги. Между окнами, вот оси окон, здесь очень узкие, да, между ними очень короткое расстояние. Для чего это делается? Для того, чтобы максимально нарезать дом на количество квартир. То есть ничего не поменялось, да, за 100 лет. Все то же самое. Максимальное количество квартир под сдачу. И еще была особенность, чем выше квартира, тем они дешевле стоили. Потому что это было связано с канализацией, с водопроводом. Потому что наверх воду было тяжело подавать, это было только в самых элитных домах. И наверху арендная плата была самой низкой. Я думаю, что все знают про Родиона Раскольникова, про Достоевского. Вот Родион Раскольников жил на самом последнем этаже, на самой дешевой арендой. Помните, я говорил про современный дом с треугольными эркерами? Так вот, сейчас мы находимся у жилого комплекса «Футурист». Сейчас мы о нем будем подробно рассказывать. Но мы немножко сошли с маршрута. Я хотел показать вот этот фасад и вот эти треугольные эркеры. Это как раз отсылка вот к той самой архитектуре. То есть так вот архитекторы продолжают идеи района, нашей советской архитектуры. То есть не устремляется только в глубокое классическое прошлое, организует непрерывную связь всех поколений, десятилетий. И я считаю, что это самый правильный подход. Не надо превращать в город-музей. Наверное, это одна из самых главных сегодняшних мыслей нашего рассказа, нашей прогулки. Сейчас сложилась такая ситуация, что по-настоящему красивую, современную, интересную архитектуру, достойную от достойной студии, могут себе позволить застройщики только элитного жилья. То есть, действительно, современные интересные дома, они дорогие. То есть, хозяин квартиры платит еще и за экстерьер. И получается, что жители спальных районов обречены жить в некрасивой архитектуре. Это, я считаю, что ужасная ситуация, и надо с этим что-то делать, потому что хочется, чтобы весь город был прекрасен, и
историческая, там дорогая какая-то часть, и спальные районы. Потому что, ну, они не должны быть какими-то страшными кубиками. Один из моих самых любимых жилых комплексов на Петроградке, ну, современных, это ЖК «Футурист». Авторство архитектурной мастерской Герасимов и партнеры. Авторы вдохновлялись архитектурой 30-х годов, лучшей архитектурой тех лет, конструктивизмом, ар-деко. Здесь видно и в фасадах, и вот в этих элементах, и черты как раз конструктивизма такие очень строгие, минималистичные, и в то же время декор, отсылающий нас к ар-деко, к тем годам. У дома нет парадного фасада, все фасады украшены одинаково. Из главной улицы, и со двора, то есть все в единой стилистике. Верхние фасады – это привезенный из Германии юрский камень. Это на самом деле очень дорогая и очень красивая история. А низ – это гранит. Я заметил такую тенденцию, что чем круче дом, тем меньше в нем магазинов, кафешек, вот всего, что связано с обычной жизнью. И если с доставкой еще сейчас все можно легко решить, то есть все продукты можно заказать, то посидеть с друзьями или там встретиться по работе очень сложно. И этот дом, конечно, мне нравится тем, что здесь есть свой ресторан, причем ресторан очень высокого уровня, «Футурист», ну, одноименное название, как и жилой комплекс. И здесь, конечно, постоянно тусовка, постоянно куча народа, поэтому, конечно, это прям правильный подход к дому. Пример того, как в доме все продумано, вот здесь есть сплит-шахта, там спрятаны кондиционеры, и перед ними чугунные вот эти колосья, тоже в таком ар-декошном стиле. И у нас нет на фасаде вот этих страшных кондиционеров, которые испортили бы весь внешний вид дома. Это, конечно, сейчас, ну, must-have для современной архитектуры. У меня папа свадебный фотограф, он еще детские садики всегда снимал. И раньше, когда мы ехали с ним по городу, он постоянно говорил там: Саша, здесь я снимал свадьбу, здесь я снимал детский садик, постоянно это я слушал. А теперь моя дочка говорит, что: пап, ты просто как мой дед, мы постоянно едем, ты говоришь, здесь я делал квартиру, здесь я делал офис, здесь ты опять делал квартиру. И чем дальше, тем больше этих объектов, и я постоянно утомляю своего ребенка, рассказываю и показываю ему, где я делал объекты. Вот теперь я утомляю вас, здесь я делал 5 квартир. ЖК «Футурист» находится на территории бывшего Левашовского хлебозавода. Вот его здание сейчас в таком красивом первозданном виде, но еще совсем недавно оно было просто почти полностью разрушено. Здание является культурной и архитектурной доминантой нового района. Отсюда как раз в «Футуристе» отсылки к конструктивизму. Форма здания как раз объясняет нам всю концепцию конструктивизма, когда форма диктуется функцией. Почему у этого здания форма вот таких спускающихся вниз цилиндров? Оно сделано по технологии инженера Георгия Марсакова, или Марсакова, извините, пожалуйста, историки, вот я могу ошибаться. Изначально снизу вверх подавалась мука, перемолотая, перемешанная. Дальше она попадала в печь. Здание вообще все построено вокруг центровой крутящейся печи. Там испекался хлеб, и потом по конвейеру спускался вниз, в склады, дальше отгружался на машины и разъезжался по городу. Вот такая технология. Форма здания продиктована как раз именно этой технологией. Вот это прямо вот базовая основа конструктивизма. Здание работало всю блокаду, это был стратегический объект. По сути, наравне с производством снарядов было естественное производство хлеба. Когда были перебои с водой, воду брали прямо из Невы, здесь недалеко Нева. Когда не было электричества, то аппараты, производящие хлеб, они приводились в движение просто вручную. То есть там к ним приделали специальные там привода, и люди крутили, вырабатывали электричество, чтобы завод работал безостановочно. Это здание типовое, таких заводов планировалось построить в Петербурге 4. Но в итоге построили только 2, и один до сих пор действует, он находится на площади Мужества. А в Москве таких зданий 5. То есть москвичи, можете увидеть точно такое же здание у себя. В 90-е годы завод приватизировали, и он перешел к предприятию Дарница. Я думаю, что многие знают, Дарница хлеб, он до сих пор существует. В 2010 году производство стали переносить в Пушкин за город из центра, но это гораздо более выгодно, мы об этом еще поговорим чуть позже. И в итоге здание стало пустовать, оно обрастало все время какими-то другими цехами, их стали сдавать в аренду, то есть, по сути, все пришло в такой упадок. А в 2012 году здание признали памятником и решили его сохранить. Но в этот же год производство полностью было утрачено и здание опустело. В 2016 году всю территорию завода, это порядка 2 гектаров земли, выкупила компания RBI под застройку жилой недвижимостью. В здании хлебозавода сделали культурный центр,
И вот под куполом находится такое объемное высотное пространство. Ну, для меня это отсылка, наверное, к римскому пантеону. Там такое очень пафосное впечатление. На открытии там вообще выступал хор, и там сейчас выступают разные музыканты, проходят выставки, есть лектории, то есть пространство преображено вот в правильном смысле. То есть район развивается и является такой культурной доминантой, там, центром притяжения для того, чтобы жители города могли развиваться вместе с ним. То есть не только одним элитным жильем мы живем, мы еще развиваем наш город. Но самая впечатляющая часть этого культурного пространства — очень небольшая экспозиция, там буквально 70 квадратных метров. Это экспозиция, посвященная блокаде. На самом деле для всех петербуржцев особенно тяжелая история. Если будете, то посмотрите и поймете, о чем я говорю. Я двумя руками поддерживаю такое развитие города, когда культурные исторические объекты, причем правильные и красивые исторические объекты. Я не считаю, что все, что старое, все красивое. Вот это неправда. И когда вот эти объекты подсвечиваются, реставрируются, когда о них бережно заботятся, и при этом, конечно же, не забывают о коммерции, когда растут новые, красивые, живые объекты, вот когда это все вместе работает и формирует эстетичную, интересную среду города, то, конечно, в таком городе хочется жить и наслаждаться этим городом. Поэтому двумя руками за. Я всегда очень завидовал москвичам. Я, в принципе, не очень люблю Москву. Москвичи, не обижайтесь, пожалуйста. Но я всегда восторгался тем, как у вас устроены общественные места. То есть в Москве очень много мест, где можно отдохнуть, где можно провести время в городской среде и уйти из этой городской среды в какой-то парк, где все проработано, все продумано, где можно классно провести время. Вот у нас таких мест, казалось бы, немного, но я недавно узнал, что за последние 4 года в Питере появилось 150 таких общественных мест. Представьте себе, 150 мест. Вот одно из них — это сквер метеорологов. Я чуть позже расскажу, почему он так называется. И я недалеко здесь работал на первой работе, и на обед летом выходил сюда, на набережную Карповки, и просто валялся в траве, загорал, какой-то перекус делал. В общем, проводил классное время. Но сейчас это место очень хорошо облагородили, то есть есть деревянный спуск к реке, есть вот эти классные фонарики, гамаки. И хочется, чтобы таких мест было как можно больше. Вот меня такие места очень радуют. Почему это место называется сквер метеорологов? Вот видите там такую антенну и какие-то непонятные конструкции внизу. Это самая старая в Петербурге метеорологическая станция. То есть, когда вы заходите в Гизметео, там, в Яндекс.Погоду и видите параметры сегодняшнего дня, вот они собираются в одной из таких метеорологических станций. Нам на географии в школе рассказывали, а здесь можно посмотреть вживую, как это все устроено. Как я уже говорил, я здесь рядом работал и был свидетелем, как это здание появилось. То есть изначально здесь было заводское здание, потом его рейдерским образом захватили, насколько я знаю, снесли при мне, то есть у нас пол трясся в бизнес-центре, и построили вот это здание. Обратите внимание, здесь у нас идет изгиб Карповки, вот такой внешний, и здание направлено радиусом в другую сторону, как бы противоположную. Мы сегодня еще к этому элементу вернемся. Мы делали в этом доме одну из самых крутых квартир, прямо самую мажорную. Поэтому к нам в гости в наш офис приходил архитектор, который проектировал это здание. Такой очень известный Мамошин, такой с огромной бородой, в таких стильных очках, такой вот столб архитектуры. И мы обсуждали планировку, что там появились какие-то непонятные воздуховоды, которые испортили вообще всю квартиру, там был скандал. В общем, мне удалось прикоснуться вот к какому-то такому столпу архитектуры. Здание 2004 года было очень модное, да и сейчас, наверное, модная такая элитная недвижимость. Вообще, в принципе, вот этот вообще район — это супер элитная часть города, хотя, как говорила наша заказчица, вот в этой части Петроградки покупают те, кому не хватило денег на Крестовский остров. Но при этом мы даже с ребятами прикалываемся в нашей дизайн-студии на эту тему, что ты буквально переходишь через речку, переплываешь и попадаешь в совершенно другую какую-то историю, где все жилье в 10 раз дороже, и требования заказчиков тоже вот в 10 раз серьезней. И ответственности все. Вот, казалось бы, одна река, но такие разные по цене и уровню районы.
Сейчас мы гуляем по улице профессора Попова вдоль строительного забора, за которым идет демонтаж. В 70-е годы здесь было решено построить такое идеологическое здание Ленинградский дворец молодежи, в котором нужно было по этой идеологии, по такой заложенной концепции должны были сойтись восточный мир, Восточной Европы, ну и Советского Союза, и совсем другая идеология – это западный мир. То есть здесь должна была встречаться и жить молодежь с разными идеологиями, и эти идеологии между собой мирить. Но так как молодежь приезжала с модными вещами, которые были у нас в дефиците, то идея полностью перевернулась, и здесь расцвела форцовка, вот эти все перекупщики, продажи и все, что с этим связано. Естественно, за молодежью из западных стран следили госорганы, говорят, что был даже специальный кабинет для силовика, который вел учет. В общем, так вот это все и происходило. Архитектура здания – это футуризм, которому присущи такой нейтральный международный стиль, то есть не привязан ни к какой стране, и лаконичные формы. В 90-е годы здание перешло под контроль криминальных структур. И здесь появились все соответствующие атрибуты, игровые автоматы, стриптиз. На входе в какой-то момент даже перестали проверять оружие. Я слышал, что здесь были перестрелки, то есть даже несколько человек погибло в этих барах, дискотеках. В общем, первоначальная концепция, идеология полностью перевернулась. Я думаю, что создатели этой концепции были бы просто в шоке, если бы знали, что будет здесь впоследствии. Здесь проходили концерты, здесь выступали в 70-е, здесь выступала группа Кино, Наутилус Помпилиус. В 90-е здесь выступал Король и Шут. И даже в 2000-е здесь выступала британская группа Muse. Представляете? То есть в концертном зале. Это был их первый концерт в России. Но впоследствии все это очень потихонечку задухало и кончилось все какими-то грустными мюзиклами. То есть чем дальше, тем вот просто умирающие мюзиклы здесь происходили и все. Ну и в итоге здание, я считаю, полностью запустело, то есть там были какие-то аренды. И вот это все закончилось тем, что в отеле с низкими потолками, с маленькими номерами тупо жили гастарбайтеры, которые строили лахта-центр. Вот этим все и закончилось. То есть здание было невозможно реконструировать. И логично, что совсем недавно его в итоге снесли. Я, в принципе, об этом совсем не жалею. Мне единственное, что я могу вспомнить об этом здании, что у меня здесь была первая ночная дискотека в школе. Вот я сюда пришел и тусовался. Все, больше мне никаких хороших ассоциаций с этим зданием у меня нет. И, как говорили известные архитекторы нашего города, что как архитектурный объект он тоже не особо ценный. По сути, это два параллелепипеда. Один стоит вертикально, другой горизонтально. И никакой с собой визуальной эстетической ценности они не несут. Но единственное, что, наверное, о чем можно сказать, здесь в итоге будет элитная недвижимость, квартиры уже продаются, даже котлована еще нет, уже продаются квартиры за сумасшедшие деньги, потому что это очень такое классное место территориально. Но на самом-то деле можно было взять это пятно, сделать здесь парк, сделать какое-то место именно для молодежи, чтобы воспитывать в них какую-то уже современную идеологию. Но по факту получается, что вся современная идеология – это все снести и построить элитное жилье. Вот, к сожалению, здесь это очень хорошо видно. Мы сейчас пришли на Вяземский проспект, и слева от меня здание в таком классическом сталинском неоклассицизме, здание 1955 года. Это общежитие и учебные корпуса здания Литмо. Между прочим, я закончил этот вуз, и здесь у меня были занятия по английским и физкультурой. Но само здание, конечно, для меня довольно стандартное, то есть такое обычное неоклассика сталинская, здесь особо нечего даже обсуждать. И я хотел показать вам новую пристройку, которую построил Ленин проект в 1977 году. Она современная, но там есть один очень интересный элементик, пойдемте покажу его вам. Фасады здания очень простые, здесь даже не за что зацепиться, но есть один элемент, который мне очень понравился. Посмотрите, наверху есть очень интересный фриз, то есть, по сути, просто повернули кирпич на 90 градусов, и здание заиграло совершенно по-другому. То есть сразу появился какой-то интересный, даже, можно сказать, ар-декошный элемент в очень такой минималистичной архитектуре. Мы тоже используем такие приемы в своих проектах, когда нужен какой-то современный, очень лаконичный интерьер. Мы всегда добавляем какие-то маленькие акцентики, которые делают интерьер сразу же сложным, интересным и многодельным. Мне вот
Очень нравится, конечно, такая история, когда вот буквально одним приемом мы полностью меняем всю картину. Еще знатоки альпинизма, я думаю, что все знают, здесь находится очень крутой, такой простой, да, внешне, но очень сложный, интересный скалодром. То есть я думаю, что все, кто связан со скалолазанием, знают про скалодром Летмо. Я знаю, что у нас девочка училась на курс младше, она была вообще чемпионкой города по скалолазанию. То есть, ребята, альпинисты, это место для вас. Мы вернулись на набережную Карповки. Идем мимо свежепостроенного элитного жилого комплекса, в котором мы, кстати, уже делаем одну квартиру. Жилой комплекс называется «Северная корона». Даже сложно представить, что еще совсем недавно здесь были развалины очень известного в Петербурге отеля «Призрака», самого дорогого долгостроя в истории города. Изначально здесь была дореволюционная застройка, небольшие здания, которые безжалостно снесли, просто уничтожили в 70-е годы, потому что здесь было решено построить элитную гостиницу, трехзвездочную, на 1000 номеров. Проект начался, затем стройка стала еще более амбициозная. Отель решили уменьшить по количеству номеров до 250, но сделать его 5-звездочным, супер элитным на то время отелем. Проектом занимался Ленни Проект, главным архитектором был Марк Ремберг. Изначально здание планировалось в стиле северного модерна. Стройкой занялись югославы, но Советский Союз развалился, и югославские строители без денег уехали, стройка замерла. Дальше стройка переходила из рук в руки, постоянно менялись хозяева. Дальше строителями были турки, турецкая компания. И когда начались 90-е, все опять развалилось, турков выгнали, денег им не заплатили, они очень долго судились, ругались. В общем, отель был построен на 90%, уже были унитазы, ванны, номера были почти полностью готовы, уже можно было заселять. Но отель так и не открывался. Почему отель проклят, по легенде? Здесь должна была пройти вечеринка по поводу скорейшего открытия этого отеля, уже скоро, вот-вот уже откроется. На ней был тогдашний губернатор Собчак. И по легенде он подошел к митрополиту Иоанну и хотел попросить у него благословения на будущих губернаторских выборах. И в итоге, когда он к нему подходил, митрополит схватился за сердце и мгновенно умер. У него случился сердечный приступ. И, кстати, Собчак, по-моему, так те выборы и не выиграл. И с тех пор люди прозвали этот отель проклятым. В общем, он стоял, пустовал, при этом полностью законченный. Если вы хотите вдохновиться вот этой атмосферой такого, не знаю, постапокалипсиса, есть короткометражный фильм, он выходил до полнометражного «Майора Грома», короткий «Майор Гром», и там эпизод снят почти полностью вот в этом отеле. Ну, не в этом, а в тогдашнем отеле. Посмотрите, я думаю, что вдохновитесь. В заброшенный отель постоянно залезали сталкеры, руферы. Вообще это считалось очень круто, если ты смог сюда залезть, потому что по рассказам там были охранники с собаками, даже с оружием огнестрельным, поэтому это было супер экстремально. Но морально устаревший отель, который невозможно уже было перестроить, совсем недавно все-таки решили снести и снесли. Я очень любил любоваться демонтажем. Что-то есть все-таки в демонтаже, когда ты видишь скелет такой, который постепенно оголяет структуру здания. Это было очень интересно. Там уже постоянно лазили люди уже в открытую. Я тоже хотел залезть, но, блин, жалею, так и не залез. В общем, в итоге здесь элитная живая недвижимость. Вот так город постепенно избавляется от старого и приобретает новое. Мы продолжаем прогулку по Карповке, и за мной самый мой любимый дом в стилистике конструктивизма. Этот дом построен с 1931 по 1935 год. Архитекторы Игорь Фомин и Евгений Левинсон. Это такая классический конструктивизм. Помните, мы были в другой части Карповки, у Омега Хауса.
И я уверен, что архитектор Мамошин вдохновлялся именно этим домом, потому что здесь также идет радиус Карповки в одну сторону и радиус фасада в другую сторону. Многие забывают, что раньше в Петербурге были наводнения до постройки дамбы. Это была прям серьезная угроза. И здесь о наводнениях подумали. Обратите внимание, что дом стоит на стилобате. Он специально поднят на случай, если вода выйдет из берегов. Такой, сейчас это странно звучит, да, но тогда это была реальная угроза для дома. Вот с этого ракурса особенно хорошо виден изгиб зеркальный к реке. Дом строился для политической элиты того времени. В доме были квартиры от 2 до 6 комнат разной площади. Были лоджии, солярии. Я когда готовился, меня очень порадовало это название лоджии, солярия. Ну, то есть ты лежишь на лоджии, принимаешь солнечные ванны. Также в доме была прачечная, парикмахерская, помещение для прислуги. Дом был таким, в тенденциях 30-х годов, это был мультифункциональный комплекс. По такому же принципу в Москве построен дом на набережной. То есть тоже политическая элита живет со всеми всевозможными удобствами в таком очень продуманном современном доме. Фасады дома с виду очень лаконичные, все такое минималистичное. Соседние дома делали эти же архитекторы. Вот жилой дом ДК Ленсовета. Но если присмотреться, то дом вообще непростой, в нем прослеживаются элементы ар-деко, но чтобы их увидеть, нужно подойти поближе. Особенно это видно во дворе. В этом доме Бодров-младший снимал эпизод из фильма «Сестры». Но есть еще довольно неизвестный факт. Есть фильм «Берегись автомобиля», всем известный, и он полностью снят в Москве, но есть один маленький эпизод, я могу вот показать кадр, я недавно узнал об этом, его снимали именно здесь. Больше всего, конечно же, во дворе впечатляют вот эти парящие консольные лестницы. Я когда это увидел, я просто влюбился. Посмотрите, какой огромный пролет, насколько вылетает консоль, насколько длинно она уходит вниз. Это просто, разрывает мозг, это очень красиво. Фасады, они не просто серые, ровные. Все фасады имеют фактуру, вот такую шубу. Изначально в конструктивизме это создавалось, чтобы дом смотрелся более массивным, более объемным. Это имитация камня. Везде есть вот такие рисочки. Они есть здесь везде, во всех текстурах, во всех поверхностях. Это также делает фасад дома, если присмотреться, гораздо более интересным. Ну и цоколь у нас из гранита. Это такой классический петербургский материал. Такие массивные большие куски гранита. Пойдемте зайдем на саму лестницу. Здесь опять же, если присмотреться, очень много деталей. Посмотрите на балконы. То есть у них есть такие фрезы волнистые, которые также делают балконы более ажурными. Снизу есть вот такие зеркала. То есть все проработано до мелочей. Больше всего меня порадовали еще в этом доме, кроме лестниц, круглые вот эти овальные окошечки на парадных. Это тоже прям смотрится круто. Особого внимания, конечно же, заслуживает ограждение здания. Оно имеет волну, то есть оно не прямое, оно интересно, тоже повторяет форму дома. И здесь есть вот такой в шахматном порядке решетки и глухие секции. Мне это очень нравится, вот такая история. То есть не простой какой-то банальный забор, а видно, что здесь поработал художник. Мое детство прошло в доме с очень похожей архитектурой. В соседнем районе это было здание, там изначально селили руководство Ленэнерго. И у дома точно такая же рустовка. И это сразу же отсылка к 30-м годам. Вот у меня дом 33-го года, это дом 35-го. Вот если вы видите такие русты, то можно сразу же сказать, в каком году было построено это здание. Сейчас мы попали на территорию Ленполиграф Маша. Сейчас это, наверное, самое модное общественное пространство Петроградки. До революции здесь было производство машин, участвующих в производстве табака. И они были настолько высокого уровня, что продавались по всему миру. Дальше, во время войны, завод перестроился на военные нужды. Здесь производили оружие.
И после Второй мировой войны все вернулось назад, и основной отраслью, в которой работало это производство, это было машиностроение для полиграфии. То есть здесь много всего производилось, и завод процветал. В 90-е годы предприятие реорганизовали, оно превратилось в Ленполиграфмаш. Все помнят, что 90-е годы были довольно сложные, были перебои с платежами, все было прям совсем сложно, но предприятие выжило. Сейчас это огромный холдинг, в который входит 45 различных производств. В последние годы Ленполиграфмаш стал переносить свое производство из центра города на периферию. Это на самом деле очень легко можно объяснить. Аренда помещения под производство ликвидна на 5-10%. Аренда под офис ликвидна на 25-30%. То есть чувствуете разницу, почему все производства выносят за город, а здесь открываются офисы. Некоторые производства все-таки остались. И здесь появилось новое пространство, называется технопарк. Это такая концепция, когда под одной крышей руководство само отбирает резидентов. Здесь появились айтишники, различные магазины, производства, дизайн-студии. То есть это все такая коллаборация людей, которым интересно общаться друг с другом и которые растут вместе друг с другом. При этом территория тоже расцвела, и здесь просто приятно находиться на самом деле. Я вот очень рад, когда промышленные предприятия, оно же осталось, да, оно не загнулось, когда промышленные предприятия превращаются вот в такие интересные локации. Когда я готовился к этому выпуску, я изучал архитектурные термины. Я же дизайнер, не архитектор. И этих терминов просто нереальное количество. Вот давайте попробуем разобраться. Есть такое понятие, как ревитализация. Ревитализация – это когда промышленное предприятие или какой-то старый дом просто немного приукрашивается, да, то есть в нем появляются какие-то новые детали, и он оживает, то есть у него появляются новые витальные силы, ревитализация. Есть development. Development – это когда все сносится и строится заново. Есть redevelopment – это когда предприятие не сносится, а преобразуется во что-то новое. Вот просто попытайтесь в этих всех терминах разобраться. Есть реновация, это обновление старых зданий. То есть мне уже сложно понять, чем реновация отличается от ревитализации. Еще есть джентрификация. Джентрификация – это когда район, например, с рабочими какими-то, где живут рабочие, превращается в модный, дорогой район, и там начинает жить совершенно другая прослойка общества. Вот это джентрификация. В России, кстати, этого практически нет. Мне кажется, вообще нет. А еще есть конверсия территории. Конверсия территории – это когда вот берется, например, территория завода, и на ней меняется вообще полностью назначение. Оно превращается в какие-то выставочные центры, МФЦ и так далее. То есть завода там больше нет. Вот мы сегодня прошли очень много точек, и попробуйте разобраться, где что происходило. Вот, например, есть на Васильевском острове есть завод Севкабель, и по сути там ничего не менялось. Там сделали ревитализацию, то есть его немножко подкрасили, и теперь там проходят разные мероприятия, место ожило. Где-то взяли старое промышленное здание и сделали из него жилые апартаменты. Это редевелопмент. А, например, на ЛДМ его полностью снесли и строят новое здание. Это девелопмент. То есть в этих всех терминах можно просто легко закопаться и запутаться. Что вы об этом думаете? Напишите, пожалуйста. Еще здесь есть бистро Футура. И там есть такая особенность, что на завтрак есть только завтрак, на обед только обед, а на ужин только ужин. То есть миксовать это нет. Вот мне очень нравится такая концепция, что-то в этом есть. Вот это здание полностью передает дух эпохи конца 19 века, и никому не нужная труба. Это вот, мне кажется, они дают самый шарм, вот эти трубы, да, восстановленные, потому что она не работает, но ее консервируют, чтобы она ни на кого не упала. И они придают такую интересную структуру, возвращают нас, показывают, что это промышленный объект. И наверху, кстати, есть очень крутой ресторан, там потрясающий вид на город, очень высоко и далеко видно. Ну, еще хотел сказать, что здесь недалеко, в этом же центре, есть самый большой клубный концертный зал в Питере, А2, где я был на просто огромном количестве концертов самых известных рок-звезд. Пойдемте дальше. Мы вышли на Аптекарский проспект, у меня за спиной здание с красивыми башнями, с огромным витражом, со стрельчатыми окнами. В таком немецком ренессансе я бы даже сказал, что это, наверное, эклектика, здесь такое смешение стилей. Это здание Ленинградского электротехнического института. Изначально студенты учились на Поштанской улице, дальше институт стал расти, и
1900 году здесь выделили огромную площадь и построили много корпусов. Это первый корпус, и дальше со временем институт расширялся. Ну, конечно, первая ассоциация у меня это Гарри Поттер. Вот там витраж, и там летают свечи. Сейчас мы идем вдоль жилого комплекса «Ботаника». Это комплекс бизнес-класса. Изначально в середине 19 века здесь были здания по производству лекарств, всяких ингредиентов для лекарств. Проходили химический опыт и разные подобные штуки для нужд армии. В 1939 году эти здания объединили в одно и настроили еще 2 этажа. То есть здесь было такое длинное 4-этажное здание. Но в ближайшие годы от нас здесь решено было построить вот это здание. Первоначальная вот эта химическая история, она была 1939 года. Это довоенный период, который должен быть, по идее, охраняем. Но почему-то в какой-то момент в документах здание вдруг стало 1954 года, то есть послевоенное, и его отказали признавать памятником, и, естественно, его легко снесли. Дальше уже дело техники, и был построен дом. Если не привязываться к этой истории, да, то, конечно же, этот дом мне очень нравится, он лауреат множества конкурсов, и я бы, честно, сам жил, если бы мне здесь... Единственное, что меня расстраивает, это стоимость метра. Во всем остальном дом прямо образцовый. В архитектуре видна отсылка к северному модерну, моему любимому. Мне очень нравится этот кирпич. Мне нравится, как облицованы фасады. Здесь вот рядом ботанический сад, отсюда же и название ЖК «Ботаника». И отсюда же вот эти цветочные орнаменты в узорах дома. И мы, кстати, здесь сделали одну квартиру, и она тоже с доминирующим зеленым цветом. То есть такая тоже отсылочка к ботаническому саду. И обратите внимание, что архитектура очень органично сделана. Дом никак не доминирует над зданием Лети, вот, которое было до этого, да, то есть он никак с ним не спорит и не пытается его перетянуть, потому что, знаете, есть такая архитектура, которая на себя берет все внимание, и историческая застройка просто по сравнению с ней теряется. Здесь вот это все очень сделано правильно и в гармонии. Поэтому, конечно же, я поддерживаю правильную, хорошую архитектуру, и, конечно, любому жильцу приятно рассказать, что я живу в доме, который выиграл много архитектурных премий. Я хочу закончить нашу сегодняшнюю прогулку у главной новогодней елки Петербурга. Это наша телевизионная башня. Она построена с 1953 по 1962 год вместе с телевизионным центром. Это такой общий единый комплекс. 2 момента, которые я хотел бы сказать. Для тех, во-первых, кто не был в Париже. Все представляют себе Эйфелеву башню чем-то таким огромным, нереально большим. Наша башня выше Эйфелевой на несколько метров. Они, правда, несколько лет соревновались, когда менялись вот эти верхние шпили там с разными телепередатчиками. Но на данный момент мы на несколько метров опережаем Эйфелеву башню. Второй момент. Многие люди пускали слухи насчет того, что от нее идет излучение. И я очень бы хотел верить, что исследования, которые здесь проводились, они все-таки не купленные, они правдивые, и люди, которые живут во всех ближайших районах, не получают никакого вредного излучения. Хотя там есть знаки, не перелезай, вредное излучение, все очень плохо. Но я очень надеюсь, что жить вокруг безопасно. Я, честно говоря, был уверен, что мы придем сюда уже под вечер, когда будет уже темно, и мы сможем увидеть, как башню подсветили. Это произошло совсем недавно. Этим занималась компания, которая освещала в Москве Останкинскую башню. Здесь установили почти 7000 диодных светильников, которые имеют мерцание, затухание, переливание. И сейчас башня смотрится как один из главных арт-объектов, мест притяжения в городе, потому что она каждый день разная. Она нереально круто светится. Я сразу же вспоминаю, как я был в Гуанчжоу, в Шанхае, как там подсвечены эти большие объекты. И, конечно же, это сразу добавляет какой-то гордости за наш город, что он идет в ногу со временем и за счет таких объектов смотрится очень современно. Я хотел бы подвести итоги, главные мысли, которые мы сегодня обсуждали. Во-первых, архитектура – это то, что не живет вне времени. Архитектура – это не просто какой-то дом по заказу. Архитектура – это в первую очередь отражение эпохи, отражение времени, отражение каких-то социальных процессов. То есть не бывает, еще раз говорю, домов, вырванных из контекста. Они всегда очень жестко привязаны к текущему времени и отражают идеологию, идеи людей этого времени. Это очень важная мысль, подумайте об этом. Вторая мысль.
Очень часто в угоду большим деньгам, в угоду коммерции разрушаются старые пространства, заводы, территории, застраиваются именно коммерческой недвижимостью. Ну вот от этого никуда не уйти. Но могу сказать, что я прямо четко вижу, что с каждым годом все сложнее и сложнее что-то такое провернуть и уничтожить действительно ценные объекты города. Это прямо становится очень сложно, и это очень хорошо. А кто в это не верит, это просто происходит по всему миру, это не только наша история. Кто в это не верит, просто забейте в поиске термин брюсселизация. Брюсселизация. Вот просто почитайте и поймите, о чем я говорю. Ну и третья мысль. Петербург – это живой город, который не остановился во времени, который развивается, который меняется, растет, преображается. И в этом городе хочется жить. Это не Венеция, город-музей, который замер вот когда-то, каким он был когда-то, и таким и остался. Петербург – это живой город, город для людей, город для жизни. Я считаю, один из самых крутых городов в мире. Это, я думаю, что многие со мной согласятся. Друзья, напишите, пожалуйста, в комментариях, как вам такой формат выпуска, потому что я очень нервничал, для меня это впервые, я очень переживал. Мне очень интересно ваше мнение. Если понравится, если будет действительно много хороших отзывов, то, возможно, мы снимем еще какую-нибудь прогулку по местам, которые мне интересны. Если вам было интересно, то обязательно поддержите видео лайком, пишите комментарии, обсуждайте. Может быть, вы знаете какие-то истории об этих локациях, что-то свое, вы можете добавить, рассказать. Мне будет очень интересно с вами это все обсудить, потому что я читаю все комментарии и всегда на все комментарии стараюсь отвечать. Ну и, конечно же, не забываем, что я дизайнер интерьера, что у меня есть дизайн-студия. Поэтому обязательно переходите во все наши социальные сети, подписывайтесь на них, там очень много всего для вашего вдохновения. Ну и, конечно, подписки, лайки, все дела. До скорых встреч, друзья. Пока-пока.